Всем доброго утра. У нас раннее утро. Хотя сама себе обещала сегодня, что буду отдыхать. Но села отвечать. Там ответила, тут ответила. И в итоге поняла, что спать уже не получится. По крайней мере, в ближайшие 2 часа. Поэтому решила снять. Показать вам кое-что, подарить. Ну и потом пойти чуть отдохнуть. Итак, черный зазыв 6666. Хочу изначально вам сказать, что цифра 666, согласно Библии, это число зверя. Почему они выбрали именно эту цифру как число зверя, как антихриста, как называют? То есть антихристианской силы, языческой силы, древней силы, источника человечества. Во-первых, хочу вам сказать, что в мироздании темных, главные темные легионы, самые главнейшие, сильные, их 666 главные легионы. Далее. 666 и перевернутые 999 – это древнее священное число древнее. И олицетворяет удачу человеческую. Нескончаемость, округленность, вечный баланс. Смотрите, 4 стороны света. Но кроме 4 сторон света есть еще царствие небесное, как называлось, да? Не именно на христианский лад, а вообще царствие богов. Есть царствие подземных, то есть Тартар, темная сторона света, темный мир. То есть помимо 4 сторон света еще есть углубленность, то есть тьма, но тьма именно находящаяся вне досягаемости человека. Это подземное царство, о котором сказано во всех легендах, сказках, эпосах и так далее. И есть верховное царство, то есть верх, небесное царство, небеса, недосягаемость, боги, духи, силы, которые обитают вне земного пространства. Поэтому цифра 6, шестиконечная звезда, говорящая о всех, скажем так, сторонах мироздания, углах мироздания, если уж так хотите. То есть помимо юга, запада, севера и востока, то есть и перекрестков четырехсторонних, существует еще 2 стороны, 2 измерения. Это подземное царство и надземное царство. То есть это верховное царство, верх, божественное. Ну, у кельтов Асгард, у греков Олимп, вне, хотя они считали, что они на горе Олимп существуют, но не именно на этой горе, а над горой, то есть наверху есть пристанище богов. И у всех народов так. Когда человек просит у богов, а после уже монотеические религии, они приписали именно к одному богу, да, все заслуги, то он смотрит куда? Наверх. Показывали пальцем, вот сейчас есть фотографии, фотографируются именно мусульмане, показывая вверх пальцем, как бы и показывая свою веру, что вот я верую в того, кто наверху. Но на самом деле это пришло с древних времен. Вспомните Бафомета, изображение, скульптура Бафомета. В средние века еще с востока крестоносцы привели это изображение Бафомета, который показывал пальцем вверх, говоря в неземных измерениях, что помимо вот этого вот мира есть еще другой мир, есть другой суд. Мы что говорим? Вон там наверху увидят, и ты накажешься. Или я чиста перед Богом, и указывает наверх, верхнее измерение. А когда желают человеку что-то плохое, то смотрят вниз, говорят, да чтоб ты провалился, да чтоб ты в аду горел, да вот поглотит тебя земля, и смотрят вниз. То есть эти 2 измерения. Вот и получается, что 4 стороны света, еще 2 измерения и цифра 6. И носители цифры 6, рожденные под цифрой 6, или те, у которых
сложение цифр рождения и прочее составляет шестерку, они всегда считали счастливыми. Вы посмотрите, обратите внимание, все казино 666, там шестое измерение, шестая, значит, монета и прочее, оно почему-то несет счастливый характер, хотя попы пугают и запугивают, что это число зверя, но почему-то все, даже такие, знаете, немножко больные на эти номера, на эти цифры люди, они заказывают специальные номера 666. Замечали? Они очень дорого стоят, хочу вам сказать, от 200 тысяч и выше. Но почему-то у людей есть такое желание потратиться, но чтобы у них было именно 6-6. Я даже видела такой номер автомобиля АД 666. Думаю, ну, ладно уж, 3 шестерки, но АД ты зря написал, потому что это немного не очень счастливая вещь. Носители, правда, ад идет от имени Гадес, бога Гадес, греческого бога подземного царства. Ну, потом уже философия присоединилась к христианству. И гена огненная, о которой я рассказывала, да? Ну, откройте, посмотрите мой ролик «Ада не существует» или «Ада нет». Я там просто подробно объясняю, что тот самый ад, о котором сказано, не существует. Ад совершенно в другом. А гена огненная – это еще из Израиля пришло. За Иерусалимом была огромная мусорная свалка, куда сваливали трупы преступников, висельников и так далее. И вместе с мусором сжигали. Считалось, что они не имеют права иметь могилу. То есть люди, которые совершали страшные тяжкие преступления, были казнены. И вот время от времени вот это вот геена, то есть вот это место мусора сжигалось. И там горели и трупы преступников. И считалось, что те, у которых нету могилы, которые не упокоились, их души будут между мирами висеть, и их души не найдут покоя. Отсюда и выражение, да, чтобы ты там гений огненном или в адском пламени горел и прочее. Ну, сейчас речь не об этом. Мы с вами поговорили о 666. Это цифра, указывающая, значит, во-первых, что основные главные легионы тьмы – это 666. Потом самые главные военачальники, их 666, но это логично, потому что каждый легион имеет своего военачальника. Им всем руководит один верховный главнокомандующий, зовут его Герах. О нем мы уже говорили, да, я вызов Гераха вам дарила, то есть практика. Но врат, темных врат тоже 666. Далее. Измерение темного хаоса 666, но силы, которые призываются для наказания, для, значит, зазыва, для приворота мужчины и так далее, их 6666. И вот из этих 6666 мы призываем различные силы, различные измерения. Хочу вам объяснить, что на своем канале я стараюсь вам дать ритуалы, связанные с силами и с духами, которые более, ну, если не сказать светлые, потому что светлые и темные – это условное разделение, но, по крайней мере, они где-то между, знаете, такие серые духи, скажем так. У них есть и темная сторона, и светлая сторона, но их нацеленность – это удача, это денежная удача, защита человека и так далее. Но, естественно, есть работы зловещие, есть работы. Но понятное дело, что я время от времени их выдаю, а некоторые я вообще намерена в книгах для практиков издавать для меньшей аудитории. Поэтому это вы привыкли, что здесь добрые, хорошие ритуалы. Да, они добрые и хорошие, потому что вам это нужно. А на самом деле ритуалы могут быть и зловещие, и духи могут быть зловещие, и духи могут быть совершенно разных измерений вызваны. Но это делают только практики. Обычному человеку туда суваться не стоит. У него энергия к этому не приучена, да и вообще обычному человеку вообще эти силы трогать не надо. Но сейчас я вам выдаю определенный ритуал, после чего вам нужно будет откупаться печенью
печенью любого живого существа, ну, естественно, скажем так, тех животных, которые мы едим, да, печенью свиньи, коровы, ну, кого еще там у нас, барана, имею в виду не экзотических существ. Печень с кровью желательно, чтобы оно было не разрезано. Желательно, но если нет иного выхода, можно и такое. Возьмите на рынке мясном. Следующее. Крепкие напитки, коньяк, бренди, еще там, желательно не водка, здесь должны быть такие цветные напитки, потому что эти силы любят именно вот такой вот. И 6 монет, которые вы должны будете оставить под деревом на следующий день или в этот день, когда проведете. Ритуал проводится либо на рассвете, вот как сейчас, либо на закате. То есть, когда еще солнца нет особо. Но солнце, оно всегда присутствует, это так для людей объясняю, что если солнце на секунду перестанет присутствовать в нашей жизни и в нашей галактике, то мы вот замерзнем так, как мы вот находимся, в каком положении. Поэтому солнце, естественно, оно всегда есть и зимой, и летом, и ночью, и днем, но солнечный свет, то есть тот самый свет, который дневной, он не должен присутствовать особо. Это раннее утро, и это закат. Восход и закат. Что вам нужно делать? Купите новые карты. Здесь не новые, потому как мне это не нужно, я никого не призываю. Я вас учу. Естественно, эти карты мне ни к чему. Но для того, чтобы вы поняли наглядно, я должна, естественно, карты брать и показывать. Значит так. 4 черные восковые свечи. Другие не подходят. И прошу не спрашивать, а можно ли другие, не можно, и все. Нужно делать так, как нужно, если вы хотите результат. Это я уберу, эту красоту. Это как бы символ, что мы там творим. Значит так, еще раз говорю. Это не приворот, не присушка, не привязка, ничего такого. Это пробудить тоску мужчины и призвать. Может быть, у вас недоговоренность, может, вы хотите окончательно решить. Зачастую человек может справиться и может смириться с расставанием, если он, в конце концов, окончательно получает ответ, то есть да или нет. А до этого он мучается, поскольку не понимает, да, что происходит в отношениях. 4 восковые черные свечи. Зазыв можно делать любой день, кроме субботы. 6 всех мастей. Далее. Вот так сложите их так, как перекресток. Поскольку вы призываете с перекрестка с помощью тех самых сил 6, вообще их называют силы 6, неважно, 6666 или 666 или 6, это сила 6. И они очень сильные в денежной магии и в магии любовной. Объясняю вам. Дело в том, что каждая сила, она имеет свою компетентность. То есть не получится, если вы призовете, скажем, иные силы для любовной магии. Ну, предположим, силы стихии. Они где-то получатся, но не с такой силой, как, например, призыв 6. Да? Потом огонь присутствует, воск черный, который очень много, значит, в древние времена красили углем. Между прочим, хочу сказать, получали черный воск. Это не новшество. Карты. И с появлением карт в истории человечества очень много ритуалов, зазывов, очищений, много-много чего. И ритуалы денежные, все это начали делать с картами. Дама пик, свести бедность на карты. Это все я вам показывала, да? Итак, ставим свечи как перекресток. Да, огарки черных свечей вместе с печенью и монетами отнести откуп под дерево. И спиртной напиток коньяк вылить туда полностью. Бутылку можете забирать. Меня спрашивают, можно ли бутылки, склянки. Да, забирайте, не загрязняйте природу.
Почему изначально говорю про откуп? Потому что бывают моменты, когда я забываю и приходится внизу дописывать. А поскольку в дочерних каналах нет комментариев, да, отключены, то люди могут не совсем понять, как поступить. Так вот, откуп, поэтому я решила всегда говорить в начале. Если ваш мужчина нерешителен, а вам нужно от него ответ понять, да или нет. Если вы поругались, хотя я вообще считаю, что все должно быть естественным путем, ну да ладно. Чтобы вы деньги не тратили на всяких аферюк, там, верну мужа, присушу, пересушу. Вот попробуйте сами делать для начала. Дальше. Ну что еще? Чтобы он тосковал, скучал и так далее. Если не было постельных отношений с мужчиной, скорее всего, получится процентов на 50. Если были постельные отношения, то получится на все 100%. Это раз. Если мужчина никак не откликнется, значит, он вас не любит. Еще раз объясняю. Если любовный зазыв получается, значит, у человека есть какие-то чувства по отношению к вам. Если ни в какую, самые сильные зазывы, ни в какую не получается, дело не в том, что они не сильны, они у других могут получаться и получаются очень быстро. Если у вас не получается ни в какую, человек вас не любит. Потому что это призывает такую острую тоску. Вы начинаете ему сниться. Он просто слышит ваш голос. Я имею в виду, я знаю, по молодости такой ерундой баловалась. Я знаю, что происходит. Человек слышит ваш голос. Он по вам скучает. Вот эти все внедрения игл в куклы и в голову куклы, в сердце. Это о чем говорит? Это внедрение твоих мыслей, слов, желаний в человека. Понимаете? Человек просто слышит твой голос. Он скучает дико. И он отзывается. И если после такого человек никак не реагирует, значит, представьте себе, что вы для него ничего не значите. Вот и все. Хотите понять, любит ли вас человек, вот сделайте этот зазыв. Откликнется, будет дальнейшее отношение, замечательно. Вы можете быть уверены, что человек вас любит. Еще раз говорю, это не привязка. Это вы сейчас сделали, определенное время сработала эта тоска, человек явился, вы поняли, что вы друг без друга жить не можете, живете вместе, женитесь, неважно. Если он вообще объявился, появился, значит, есть надежда на ваши отношения, значит, не все потеряно, значит, вы действительно для него что-то значите. Если не появился, забудьте о нем. Итак, этот зазыв, сильный зазыв, делается 4 ночи к ряду или 4 утра ранних к ряду. Каждый раз оставляете, карты убирайте вместе с вашими фотографиями, лучше делать. Желательно с фотографиями, оно сильнее сработает. Но если ни в какую, то есть бывают моменты, когда нет возможности, делайте без фотографий, держа образ в голове. Значит, собирайте карты, догорают свечи, огарки собирайте отдельно, складывайте, куда-нибудь прячете. Следующую ночь или следующее раннее утро опять делайте, догорает до определенного, вот этого предела. Значит, потушили пальцами или гасителем, не дуть. Собрали огарки. Вот 4 ночи к ряду или 4 ранних утра. Не писать этому человеку, не звонить, не выходить на связь никак. Если он первый выйдет на связь, поговорить. Но дело, то есть продолжить. 4 дня, то есть 4 ночи к ряду вы должны это провести. В конце 4-й ночи, когда провели или утро, на следующий день, или в этот день, если вы утром провели, откупаетесь, как я сказала. И каждый раз, когда проводите, вместе с его фотографией и вашей фотографией, эти карты прячете. Если есть фотографии. Нет фотографий, просто прячете. Одним словом, эти карты в конце 4-го уже раза прятать и не трогать, пока все не случится. Когда все случится, сложится и прочее, в течение 20 с чем-то дней, не раньше, после этого вы можете от карт избавиться. Они уже теряют силы, их можно хоть выкинуть, хоть сжечь, что хотите делайте. Хотите просто обратно положить в колоду. То есть они уже все потеряли свою силу. И заговор потерял. Все, он вернулся, вы поговорили, поняли друг друга и так далее. Это не значит, что тоска ушла, нет. Это значит, что вы его привели поговорить. И так можете делать без конца. Я надеюсь, вы меня поняли. Итак, еще одно «но».
Если это ваш друг или подруга, неважно, вы поссорились, вы хотите человека привести к себе обратно и поговорить, вызвать к себе. То есть этот зазыв, он не только любовный, он может быть любой. Можете сделать на этого человека, он появится, вы поговорите. Если человек не появился, он вам не друг и абсолютно никак не мучается, и абсолютно по вам не скучает. Точно так же можете определить. Начнем. Я здесь буду называть слово, то есть слово «его», вы называете имя этого человека. Да, еще один момент. Люди, которые мне пишут, а как сделать зазыв, если я имени не знаю? Я хочу у них спросить, а как вы, не зная имени, раздвинули ножки перед этим товарищем? Это как в Одессе, да? От имеют и имени не спросят. Так не пойдет. Вы должны серьезно относиться и к своей жизни, и к мужчинам, с которыми у вас отношения. Нет имени, не хрен спать с ним. Начали. Из 666 черных врат 6666 духов призываю. Их за тобой посылаю. На все 4 стороны света отправляю. Им приказываю, да наказываю тебя найти и ко мне привести. 6 протопин и 6 порогов открываю. Тебя ко мне призываю. Черные огни зажигаю, в тех кострах душу твою сжигаю. 6666 духов за тобой следом отправляю. На 6666 ниток тебя привязала к себе и притащила. Свидетелем мне 6666 духов. Ты мой и моим будешь. 6660 духов, помогите, его покорите и сердце его мне подарите. Истинно так, заклинаю. Забыла сказать, читаем 6 раз. Еще раз прочитаю, достаточно. Из 6666 черных врат 6666 духов призываю, их за тобой посылаю. На все 4 стороны света отправляю. Им приказываю, да наказываю. Тебя найти и ко мне привести. 6 протопин и 6 порогов открываю. Тебя ко мне призываю. Черные огни зажигаю, в тех кострах душу твою сжигаю. 6666 духов за тобой следом отправляю. На 6666 ниток тебя привязала, их себе притащила. Свидетели мне 6666 духов. Ты мой и моим будешь. 6666 духов. Помогите, его покорите, и сердце его мне подарите. Истинно так, заклинаю. Проведите. Вместо того, чтобы бегать туда-сюда по бабкам, деткам, спасите, помогите, верните и так далее, проведите сами, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи. И главное, любви, настоящей любви, а не поддельной, не искусственной, не специально созданной и так далее. Потому что только настоящая любовь может принести счастье. Запомните, вы можете жить с любым человеком, красивым, некрасивым, умным, не очень и так далее. Самое главное, что должно быть в этом человеке, это доброта. Если душа человека добрая, то все остальные минусы ему прощаются. С добрым человеком возможно жить не страшно и за завтрашний день, и за своих детей. И второе самое главное условие, вы должны любить. Без любви вы не поймете ничего от жизни. Если не любите человека, если просто уважение, дружба, расчет, что угодно, это вам счастья не принесет. Запомните, вы должны человека любить, того, с кем живете. Если не получается его полюбить, надо уходить. Всем удачи!